На дворе январь 1919 года. 3 месяца назад Компьенским перемирием завершилась самая страшная война в истории человечества. Ну или, по крайней мере, тогда так показалось. Вот-вот, буквально через неделю, начнется Парижская мирная конференция, на которой страны-победительницы мировой войны будут определять новые границы. Сколько десятков лет проигравшие будут выплачивать контрибуции, скольких прав на международной арене лишится Германия и ее союзники. А пока это будут обсуждать, войска Антанты обеспечат, ну или по крайней мере попытаются обеспечить порядок на оккупированных землях. А таких, кстати, оказалось немало. По условиям Версальского перемирия немецкие войска выведены не только из оккупированных ранее территорий, но также из Эльзаса Лотарингии. А еще с западного побережья Рейна. Ну и да, еще с территории в радиусе 30 километров от мостов на правом берегу Рейна в городах Майнц, Кобленц и Кёльн. А на их место введены оккупационные силы Антанты. И как оказалось, тут и крылся подвох. Не всегда круги на карте соответствуют реальному положению вещей. А тут и начинается наша история. В полном соответствии с пунктами Версальского перемирия французская армия заняла Майнц, а американцы вступили в Кобленц. Солдаты обеих армий, неукоснительно следуя пунктам договора, очертили 30-километровую зону вокруг своих городов. Были установлены заставы, размещены караулы, и солдаты занялись обустройством своих новых мест дислокации. Но оказалось, что толстые карандашные линии периметров круглых зон, пересекавшиеся на карте, в реальности не доставали друг до друга. И между двумя зонами по факту смогла спрятаться целая страна. На восточном берегу Рейна, между границами оккупационных зон, самой рекой и холмистыми лесами на северо-востоке, расположились города Лорх и Кауп, а также около десятка деревень. Всего почти 17,5 тысяч человек. И все они изолированы от остальной Германии, потому что первое, что не преминули сделать французы и американцы в своих зонах, это перекрытие границы. Эта земля, зажатая территориями союзников, очень скоро получила название бутылочного горлышка, по форме, которую она имела на карте. В самом узком месте всего около 1 километра. Возникновение такой территории не осталось незамеченным французами. Очень скоро командующий французским сектором Анри Мурдак предложил оккупировать бутылочное горлышко. Тоже предложил и президент округа Висбаден, занятого французской армией. Обосновывая запрос тем, что изолированные жители погибнут голодной смертью, он попросил немецкую комиссию по перемирию выступить за оккупацию. Однако само население выступало однозначно против. Об этом стало известно и на конференции, после чего представители США и Великобритании выступили против расширения французской зоны. Вероятно, опасаясь, что во французах говорит не гуманизм, а реваншизм и желание занять как можно больше территории. Впрочем, французы практически не скрывали своих аппетитов в Рурском бассейне. Таким образом, 10 января 1919 года жители были уведомлены, что оккупации региона не будет. Отсюда и берет начало маленький, но гордый народ Фляшенхальса, свободного государства бутылочного горлышка. Оставленные на попечение самим себе, люди очень скоро определили своего президента. Им стал мэр Лорха Эдмунд Пнишек. Ему предстояло решить непростую задачу выживания этих земель. Французы немедленно после решения комиссии пришли к экономическому удушению региона. Эти цивилизованные люди сожрут друг друга. Они перерезали все телеграфные пути, ведущие из государства, а также перекрыли сухопутные и железные дороги. Любые письма, отправлявшиеся из свободного государства, так-то всегда и оставались недоставленными в почтовых отделениях оккупированных германских городов. Жадность. Лучшего слова я не нашел. Это хорошо. Со своей стороны, немецкие власти всячески старались помочь отрезанному региону, хотя зачастую могли совсем немного. Помимо практически полной автономии от соседей, у бутылочного горлышка существовала еще одна проблема. Границы, проведенные на карте, рассекли практически все дороги в регионе. И для того, чтобы добраться из одного конца свободного государства в другой, надо было пересечь со своими грузами леса и поля. С внешней Германией также вначале не существовало ни одного пути сообщения. Лишь позже получилось создать какое-никакое сообщение с Лимбургом. И даже Рейн был непригоден в этом месте для того, чтобы разгружать корабли на побережье. Все это привело к полному прекращению пользования автотранспортом. Все пересели на повозки на конной тяге. А длинные километры импровизированных гужевых дорог растянулись по всему государству. Повозки не удалось бы загрузить целиком, не потеряв способности перемещаться по полям и холмам. Поэтому цены на товары быстро выросли. Кстати, о деньгах. Отрезанный регион очень скоро понял, что настоящие германские деньги взять ему неоткуда.
Тогда гордый Фрайштадт выпустил свою валюту – нотгильды бутылочного горлышка. И пусть на эти деньги за пределами государства было не купить и кружки пива, тут они обеспечивали жизнеспособность экономики. Еще контрабанда. Что? Ага, огромное количество товаров переливались через намертво закрытую границу французской и американской зоны, как через дырявое решето. Вы выращиваете виноград во французской зоне и хотите реализовать свое вино хоть где-то? Не вопрос. Прячьте бутылки в свободном государстве, а потом, как наступит время, доставите их или в американскую зону, или холмами и лесами в немецкий Лимбург. У вас есть корова во французской зоне? Не хотите продавать ее по установленным французами ценам? Гоните ее в бутылочное горлышко. Тут вам накинут цену с лихвой. Хотите показать фигу оккупантам? Угоняйте поезд с углем во Фляшенхальс и раздавайте его там местным за просто так. Реально? Я вам не верю. Да, и такое было. Французский поезд, груженный рурским углем, направлялся в Италию в счет репараций. Он остановился на несколько часов в Рюдесхайме, ближайшем городке во французской зоне. Этого времени хватило, чтобы угнать поезд в бутылочном горлышке и лишить Италию германского угля. Другая история касается перевозки грузов по Рейну. Ну давайте представим, что у вас есть речное судно, есть груз, и этот груз очень хотели бы видеть на берегу. Но пришвартовываться к берегу нельзя, нет подходящих мест, да и французы не поймут. Что делать? Правильно, скидываешь грузы за борт недалеко от Лорха или Кауба. И в общем-то даже объяснять особенно ничего не нужно. Почему не довез четверть товара? Ну с кем не бывает, выпал за борт. Французы пытались, конечно, это пресекать. Даже выставляли на противоположном берегу прожектора, чтобы в ночи не могли укрыться контрабандисты. Но вместо наблюдений за контрабандистами чаще становились свидетелями того, как мальчишки на другом берегу демонстрировали им свои оголенные задницы. Время шло, и страна получала все больше и больше признаков настоящего государства. Каждый гражданин имел право на получение паспорта. Все по-серьезному. А под конец своего существования государство даже намеревалось открыть посольство в Берлине. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Шестеренки истории повернулись вновь. И Франция, обуреваемая своими амбициями и в стремлении помешать Германии когда-либо возродиться, оказывается втянутой в Рурский конфликт. А это дела уже совсем больших дядек. Словно бы нашего государства никогда не существовало. 25 февраля 1923 года французские войска, отчеканивая шаг, проходят маршем по главной площади Лорха, а государство бутылочного горлышка навсегда отправляется на покой, и очередная страница истории переворачивается. Чести ради, жители региона и тогда продолжили пассивное сопротивление оккупации. Никаких налогов французам, а если оккупант просит прикурить, прикидываешься, что никогда не видел огня. Это в конечном счете приблизило вывод французских войск из Рейнской области в 1924 году, а Лондонская конференция закончила период неопределенности. А мне остается самая малость – рассказать о личности, связанной с этой страной. Так, подождите, а кто это? А тут вообще есть хоть кто-нибудь? Вот, в самый раз. Тот самый неповторимый Эдмунд Пнишек, первый и последний президент Свободной Республики Бутылочного Горлышка. Итак, первое. Родился в семье садовника. Да не какого-нибудь, а самого что ни на есть главного, что бы это ни значило в немецкой традиции. Второе. Был городским секретарем в Нойербурге и секретарем общины Польхе. Третье. Был мэром Эльца и недержойца в Лотарингии. После оккупации Лотарингии вернулся в администрацию Лимбурга. Четвертое. Наконец стал мэром Лорха на Рейне и президентом Республики Бутылочного Горлышка, что мы уже знаем. Пятое. После конца республики состоял в парламенте Нассау. Шестое. В 30-е, когда нацисты пришли к власти, он продолжил работать мэром. Седьмое. Когда нацистская Германия пала, военные оккупационные силы США отстранили его от занимаемой должности мэра. Восьмое. Но его это не сломило, и в 1946 году он выиграл местные выборы и снова стал мэром. На этот раз в Эльтвилле на Рейне, кем и пробыл до последних лет. Лишь 52 покинул этот пост и меньше чем через 2 года скончался. Девятое. Ну и конечно же он является почетным гражданином Лорха, прекрасной столицы некогда практически независимого свободного государства Бутылочного Горлышка. Я бы назвал его архимэром 20 века.